Сегодня в видео нападение на базу агентов. Легендарное возвращение Титана Камерамена. Мы этого ждали. Титан Камерамен вернулся. Ура, товарищи. Эпичное сражение. Всем привет, с вами Блейнар. Сегодня у нас реакция на 50-й легендарный ожидаемый юбилейный эпизод Скибиди Туалетов, а также мой разбор на этот эпизод и разбор Фордела и Либерти. Первое, что я хочу сказать, у нас сегодня праздник, товарищи. 5 лет каналу. Блейнар канал исполнилось 5 лет. Да, товарищи, завтра будет праздничный стрим. Ориентировочно в 3 по МСК, но, возможно, время изменится. Стрим будет создан, запланирован. Вы увидите, в принципе. В Телеграме будет уведомление дополнительное. Кто не в Телеграме, вступайте. Очень, скажем так, 5 лет. Это как же это много, по факту. Я делаю контент, и вы смотрите его. Те, кто с нами все это время остается, всем огромный респект. И, как говорится, в хорошие времена остаются люди, да, и в плохие. Потому что вот как бы, в хорошие времена, когда это до последних событий, когда нас YouTube заставил удалить 80% контента, и канал попал в теневой бан, короче, проблема. Поэтому, если хотите типа поддержать видос, поставьте лайкосик, помогите вылезти из теневого бана. Надо очень много лайков постоянно и много комментариев. Это очень нам поможет. Поэтому, как говорится, поддержите. Также хочу сообщить, что у нас появился канал Блейнар Шортс, где выходят короткие видосики. И я думаю, вам понравится, поэтому ссылочка в описании. Подписывайтесь на каналчик, да-да-да. Там будут выходить видосики тоже. А предыдущий видос вон там. Жги, мальчики! Не видели? Посмотрите обязательно. А теперь берите чаек, печеньки, погнали смотреть. Приятного вам просмотра. Не бойтесь тьмы, друзья мои, и пусть начнется праздник. Ух, ну давайте смотреть серию 50-ю, которая задержалась чутка, и она чуть-чуть длиннее, вот минуту 27, да? Давайте смотреть. Воу-воу-воу, скибисы напали. Офигеть огромный. Оу, база не подземная, как некоторые говорили. Чел жив. Мы это ждали! Титан Камерамен вернулся! Ура, товарищи! Обалдеть! Тю! Тю! Ха-ха-ха! Тю! Ха-ха-ха! Бум! Фига у него там молот! Ха-ха! Обалдеть! Класс! Воу-воу-воу! Воу! 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 Ставь лайк, эпичное возвращение, слушай! Просто эпично! И полетел! Все лайк говорят! Ставь лайк! 10 тысяч лайков ставь! Очень важно! Блин, это мега крутая серия. Это просто вау. Правда, конечно, ожидалось чуть подлиннее, что-то, ну, то есть юбилейная серия. Но разбирать будет интересно. Вкусненько, вкусненько. Погнали разбирать, а потом еще посмотреть другие разборы, которые уже вышли. Погнали, погнали, погнали. А теперь самое время разобрать эту серию. Я ее пересмотрел на 0.25. В принципе, заметил некоторые моментики. Давайте разбирать. Все начинается, серия начинается с того, что начинается тревога. Да, то есть на базу камераменов, агентов нападают скибидисты. То есть мы видим, как все бегут. Вот наш оператор, который все это показывает нам, он бежит посмотреть, что же происходит. В это время мы видим пушку, которую, танк вот этот, который появлялся в начале, ну, давно уже в сериях, да, вот этот танк первый, когда появился, помните, такой вот. Потом мы видим, как все бегут, господи, как ярко. Все бегут, мы видим, что все плохо, потому что вот мы видим, что камерамены пострадали, кто-то несет раненых, вот бежит чувак без руки, как бы все плохо, все бегут.
Нам показывает ученый камерамен, типа, нет, не иди сюда, опасно, беги отсюда обратно, типа, машет руками, типа, не-не-не, не иди сюда. Мы видим очень много скибидистов, причем разных, там, от новых до старых, больших, маленьких. Мы видим, главное, кого мы видим, это наш герой-камерамен с 2 вантузами. Он до сих пор жив, и в этой серии он вообще брутально стоял, там, шел, вот, как граница. Ты не пройдешь! И вот стоит он такой, и он не убегает, он стоит там до последнего. Вот это, собственно, как я понимаю, типа называется Титан Скибидист, потому что, ну, некоторые заметили его, я так понимаю, в 49-й или какой-то серии, что я его, конечно, не заметил. Он, типа, самый большой, он очень большой, типа, но закончится он быстро. Да, и у него есть способность дышать огнем, причем жестко, прям конкретно огнем. Главный вопрос, как? Потому что если вот с пушек это еще логично, там, да, а как бы из плоти, как может? Он же должен был самым возгоранием, вот просто сгореть и все. Вопросы. У него должно, как минимум, лицо обгореть должно было, потому что, ну, как? А как? Это же плоть. Окей, там внизу, может быть, что-то механизмы какие-то есть, но плоть. Мы видим, что у базы есть защита, пушка какая-то лазерная, да? Была. Поправочка. Угу. Потому что вот... Больше нет. Ну, ее починят. Вот. Он стоит. Он брутально стоит. Он не боится. Он стоит и будет стоять. Он заслуживает лайка. На ножках. И тут прилетает он! Прилетает Титан-камерамен, которого мы так долго ждали. Ведь его слили еще в 6-м сезоне. Но он вернулся. Ничего не было о нем слышно. Там был один момент только, когда его чинили, показывали, и все. Все его ждали. Конечно, в этой серии ожидалось, что будет битва Титана-камерамена с Титаном-спикерменом зараженным. И с этим Г-туалетом, типа Джименом. Но пока нет. Но нам показали очень улучшенного Титана-камерамена. Он врывается и просто рвет всех на части. Мы уже видим, что он весь обвешан всякими приблудами. У него вон пушка есть. Мощная. Также мы видим в руке его молот, который имеет также свою тягу, как это реактивную, которая ускоряет удар и просто все в мясо, как говорится. Просто мега крутая, крутой молот, мега. Видели? Такое синее пламя, это типа у этого молота. Это мега крутой, смотри, прям на тяге это ускорение. Снес голову. Дыщ. Мощь. И главное, у него какая-то защита повышенная, что ли, потому что его и ракеты не берут, и огонь не берет. Также у него ядро теперь это как мега жесткая пушка. Она прям... Посмотри, какой луч. Даже всеми пугаемый Титан-скибидист, если я правильно понимаю, это же он, вроде как про него говорили, типа, что Титан-скибидист появился, сдулся. Ну, ракеты не берут. Просто посмотрите на молот, какой он детализирован, красивый. Что вот это я не совсем понимаю, то ли рука его тоже на ускорении, потому что тут в тумане рука. Хрясь такой. Мощь. Мощь. Он не забыл, что надо говорить лайк. Все круто. Ты поставил уже лайк, а? Ведь все круто. Мы дождались самого эпичного. А ведь дальше, по идее, будет только еще эпичнее. Ну, конечно, возможно, будут разбавочные серии, да, такие как вот промежуточные. Но... Также мы видим, что у него улучшенный крутой как бы ранец для полетов. Большой такой. Вжух. И полетел.
Мега круто. Ну и все говорят, спасибо, ты крут, ты молодец, ты нас спас, ты нас защитил. Просто невероятно. Это просто невероятная серия. Просто невероятная серия. Блин. Я просто максимально впечатлен. Возможно, я что-то пропустил. Сейчас мы пойдем другие разборы посмотрим. Может быть, я что-то упустил. Все может быть. Все может быть. Но я скажу так, серия очень крутая. Очень крутая. Да. На самом деле, теория про то, что подземная база уже сразу пропала, потому что база не подземная, как мы видим. Это та самая база, в которой в прошлой серии TV Man и TV Woman доставляла пораженных камераменов. Также это та самая база, где чинили этого титана камерамена. И, как мы видим, она большая база, красивая, но не под землей. А вот и разбор Фордула. Давайте смотреть и сравнивать. И, может быть, он реально что-то увидел больше, чем я, либо не увидел. В данном разборе я расскажу вам о нападении на базу агентов, долгожданном возвращении Титана Камерамена, обзор всех его улучшений и куда же он отправился в конце. Вот и вышла долгожданная многими 50-я серия Skibidi Toilet. Юбилейный эпизод эпично заканчивает сезон, и я вам попытаюсь рассказать все, что я обнаружил в нем и что многие пропустили. Форда любит байтить, какие либерти на самом деле, да, типа говорить, вы что-то пропустили, вы точно что-то пропустили? Ну, бывает, а бывает они пропускают, да-да. Давайте посмотрим, ну-ка, кто что пропустил? Начинается серия с тревоги на базе агентов, которая была показана в прошлом эпизоде. Выбежав на улицу, наш оператор видит, что скибидисты напали на базу. Найти ее им труда не составило. В 23-й серии они уже Ну да, а по факту они уже на ней были, да? принимали попытки напасть на нее. Сами скибидисты выглядят Кстати, это еще один пункт к тому, что база подземная, вряд ли бы, если была подземная изначально, да, то есть как по теориям, то в нее бы так легко попали скибидисты. устрашающая, так как все из них являются улучшенными, но один явно выделяется. Этот скибидист может извергать огонь из своего рта. Кстати, тут можно заметить нашего старого знакомого Вантуза. Он все-таки выжил после встречи с скибидистом Диском и уже идет атаковать скибидистов, пока все остальные бегут. Возможно, он хочет отомстить за своего друга, агента ученого, который погиб у него на глазах. Ну или правильно сказать, у него на камере. Потом скибидист вертолет атакует ракетой саму базу. И мы видим, что на самой базе находятся автоматические пушки, которые очень похожи на обычные антипаразитические пушки. Возможно, именно на ее технологии они были созданы. Она сбивает один вертолет, но второй скибидист уничтожает ее. Нам показывают сцену, что скибидистов становится все больше и больше, и лишь один Вантус пытается противостоять им. Но тут возвращается он, долгожданное появление Легенда вернулась! камерамена Титана. Давайте насладимся его битвой. А потом я расскажу подробнее о том, что сейчас произошло и что будет дальше. Это эпичная битва, согласен. Пишите свое мнение в комментариях, но я считаю, это эпичная серия, эпичная битва. Кстати, самое интересное, в этой серии не было TV-менов вообще. И спикерменов вроде как тоже не было, да? Вопрос, почему? Ну, то есть, как бы мы видели, ну... Да, по всему у рука тоже на тяге какой-то была. Там выдвигается что-то тяга, вжух. Как видно, Титан Камерамен стал намного сильнее. Это понятно не только по эффективности в бою, но и по его снаряжению и улучшениям. Во-первых, теперь он умеет летать, а второе его самое заметное улучшение – это большой молот, но это не... Стоп, он же вроде умел летать изначально. Ну, когда его ранили, он улетал, как бы. Только ранец был поменьше, попроще.
и просто молот. Он умеет ускоряться при ударе за счет огня. То есть бить такой молот должен очень сильно, что и было показано. Он полностью уничтожил большого скибидиста, просто сравняв его с землей. Мало кто заметил, но Титан-камерамен смог примагнитить к себе скибидиста вертолета. Так что, скорее всего, у Титана появились и другие магнитные способности. Потом перечислю улучшения поменьше. Это его новая пушка на руке, по типу той, что было у Титана Радиомена. Скорее всего, их создавали по одной и той же технологии, но видно, что у камерамена она больше и явно мощнее. И последнее улучшение связано с ядром. Оно теперь умеет извергать огонь синего цвета, что говорит о его мощности. И в целом, Титан-камерамен явно стал намного сильнее и прочнее. Так куда же полетел Титан-камерамен в конце серии? Как по мне, ответ очевиден. Он полетел разбираться с тем, что было сделано в его отсутствие. А точнее, помочь разобраться с главной проблемой в лице Титана Радиомена и Скибидиста. Кстати, все это время Вантус просто шел вперед. Видимо, он тоже отправляется на поиск битвы. А на этом все. Ставь лайк и подпишись на канал. Ну, я не сказал бы, что я что-то услышал новое. Даже наоборот, чуть меньше. Ну, в любом случае, он прав, конечно. Хотя вот насчет магнитной руки, примагничивания физпушки, не знаю. Сложно сказать, потому что там, возможно, это просто было ускорение. Ну, возможно, ладно. Я не буду теории, потому что там непонятно. Поэтому тут либо он реально его притянул, либо он просто ускорял руку, чтобы быстрее. Либо хз, что это. Ну, остаются вопросы. Вопросы остаются, но тем не менее серия эпичная. Но что-то прям пасхалочек, конечно, стало меньше. И реально, где все? Почему только камерамены? А вот и разбор Либерти. Давайте посмотрим его, чтобы еще и его сравнить с нашими разборами, моим Фордлом. В этом видео официальное возвращение Титана Камерамена, нападение скибидистов на секретную базу камераменов и новые скибидисты. Но все по порядку. Всем привет, вы на канале Либерти. Сегодня вышел новый эпизод Skibidi Toilet, а именно 50-я серия. Новая серия вышла на день позже, чем обычно. Если ранее Дафак Бум выпускал видео раз в 3 дня, то в этот раз между сериями прошло 4. Перед выходом этой серии Дафак в своем дискорд-канале выложил кадры из предстоящего эпизода, которые заставили фанатов ждать новый эпизод еще сильнее. Но ожидания Я не смотрел. Я не спойлерю себе. того стоили. Новая серия получилась одной из самых лучших за все время сериала Skibidi Toilet. Серия начинается с того, что мы слышим сигнал тревоги внутри базы камерамена, в которой в прошлой серии TV Woman переместила камерамена, от лица которого мы наблюдаем за событиями. Внутри базы в панике бегают камерамены, а некоторые сидят в отчаянии. Выбежав из базы, камерамен видит, как внутрь бегут другие камерамены и спикермены, а позади них видны мощнейшие взрывы от ударов скибидистов. Подойдя ближе, камерамен видит нового огромного скибидиста, который, подобно дракону, извергает мощные потоки пламени из своего рта. Обратите внимание на этого камерамена с вантузами. Он единственный, кто остался сопротивляться армии скибидистов. Скорее всего, это камерамен из 48-го эпизода, который в одиночку расправился с толпой скибидистов при помощи 2 вантусов. Далее нам показывают и других скибидистов, которые крушат все на своем пути, и скибидистов-хеликоптеров, которые наносят ракетные удары по базе камерамена. Первый скибидист хотел попасть в лазерную турель, но промазал, за что и был уничтожен лучом лазера. Но второй скибидист оказался точнее и попал прямо в пушку, уничтожив ее. Кстати, об этом скибидисте мы еще поговорим. Камерамен вновь смотрит на наступающих скибидистов, которых стало только больше. Тут помимо пламенного скибидиста мы видим разные виды скибидистов-пауков с пушками и без, и гигантских скибидистов. Вы просто посмотрите на этот кадр. Это один из самых красивых и завораживающих кадров за все время сериала. Но внезапно становится слышно звук реактивных двигателей. Наш камерамен и скибидисты оборачиваются на него. И тут происходит то, что ждало большинство фанатов Skibidi. Титан-камерамен вернулся. С первых кадров мы можем понять, что он сильно прокачался и расширил свой арсенал орудий. Приземляясь, он уничтожает пару скибидистов и наносит удар по огненному. Скибидист-паук атакует Титана-камерамена лазерами. Но что они могут ему сделать? Титан одним выстрелом из своего орудия на руке уничтожает этого скибидиста. Затем уничтожает скибидистов-пауков, которые уже приблизились к базе. Далее Титан разворачивается и молотом наносит удары по скибидисту. Кстати, я сейчас не заметил, там что-то интересное было. Что это, кстати, у него вот так нож крутился. Типа как пила, что ли, типа из ножа. Ну, что-то типа, когда скорость крутится, это типа как пила. Но это жестко, блин. Ну, пока нечего сказать такое, прокомментировать. В принципе, то же самое, в принципе, плюс-минус. Он наносит удары по скибидисту-осьминогу, а затем еще один, который скибидисты уже не выдерживают. Кажется, что уже все, Титан-камерамен победил, но тут еле-еле поднимается огненный скибидист.
в который выпускает из Титана столб пламени. Не получив никакого урона от этой атаки, Титан Камерамен выпускает из своего грудного реактора мощнейший заряд пламени, который за секунду уничтожает пламенного скибидиста. В Титана прилетает еще одна ракета, которая не причиняет ему вреда. Эту ракету... Кстати, по факту, вот эти же отсылки, то, что стреляют, это уже на Железного Человека больше похоже, кстати, отсылка, там, где тоже он со своего ядра стрелял. По-моему, стрелял, или это я уже путаю. Давно смотрел, на самом деле, Железного Человека, но, по-моему, там как-то стрелял. Да, было дело. Выпустил один скибидистский геликоптер, который ранее уничтожил турель. Скибидист пытается покинуть поле битвы, но Титан Камерамен захватывает скибидиста магнитным полем и разбивает его об землю. На этом битва заканчивается и... В смысле? Подожди, он ничего не про молот не сказал, не про пушки. А чё, в смысле? Чё так поспешно-то? Титан Камерамен показывает нам жест большого пальца, после чего улетает. Наш камерамен разворачивается и видит обычных камераменов, которые показывают большие пальцы, провожая Титана. Что же, друзья, новая серия вышла сногсшибательной. Нам наконец-то показали возвращение Титана Камерамена, который получил значительное улучшение и расширение своего боевого арсенала. Я думаю, что на данный момент этот камерамен сильнейший персонаж в сериале Скибиди, но кто знает, что же еще придумает Дафак Бум. Пишите в комментарии свои мнения об этой серии, какие эмоции вы ощутили при просмотре, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также... Блин, мне интересно, конечно, интересно. Почему-то, кстати, чуть-чуть он опять пишет. Я тоже спешу, на самом деле, потому что время поджимает. Но, блин, ну разобрать же почему... Ладно, и так сойдет. Все прикольно, в принципе, пишите, как вам, чей разбор лучше, интереснее, и чё, как вам там, да. Вот такие вот у нас сегодня видосы были, реакции, короче, прикольно. Серия получилась мега эпичной, есть только нюансы. Мы все-таки хотели увидеть бой титанов, но, ну, в принципе, неплохо. Начало положено. Конечно, хотелось увидеть внезапно большущую серию, типа, ну это же юбилейная, давайте 5-минутную. Ну ладно, минута 27, 28 это нормально, в принципе, пойдет, хорошо, потому что могли вообще выкатить 33 секунды. Могли выкатить 33 секундную серию, и на этом все, как говорится. Но нет, выпустили хорошую, эпичную серию. Мы увидели вторжение на базу, эпичное сражение Титана Камерамена и вах! Дальше, по идее, будет еще интересней. Будем наблюдать, да. А пока я говорю вам всем спасибо за просмотр. Увидимся в новых видосах. Сейчас будут комментарии. А я говорю пока-пока!